Добрый день, меня зовут Сергей Витиченко. Это видео записываю про сварочные новости, что же происходит на рынке России, какие изменения у нас глобальные, вообще что нас ждет, что будет, какие бренды ушли, какие остались. Ну, в общем, все новости, вся движуха про сварку. Сегодня 18 марта 2022 года. Хочу сказать то, что сегодня завершается выставка «Металлообработка сварка» в Екатеринбурге. На выставке я был в прошлом году, позапрошлом году. Раньше эта выставка была большая, интересная, мне нравилось туда летать. Было много представителей фирм. То теперь в этом году, вот у меня сейчас просто в данный момент много знакомых, кто там и участники, и посетители рассказывают про эту выставку. Народу мало, движуха, конечно, не такая, как была раньше, представителей мало. Все у друг друга ходят, спрашивают, какие новости, все в шоке, то что происходит на сварочном рынке, какие бренды ушли, какие остаются. Все пытаются как-то трезво посмотреть и осознать, и вообще понять, что же происходит. Ну ладно, про выставку. Это отдельная тема. Я думаю, видеоблогеры, которые там сейчас находятся, которые сегодня, кстати, уже улетают, они выпустят там видео, снимут и расскажут более подробно. А сейчас приступим к новостям в мире сварки, что же происходит на рынке. Ну, приступим. Компания ESAB официально прекратила поставки и импорт сварочного оборудования в Россию, также сварочных материалов. Тот завод, который в России есть по сварочным материалам, дилеры попилили квоту между собой и материал также дальше будут продавать. А оборудование не будут поставлять. Стоп отгрузки, импорт прекращен в Россию. Компания Lincoln, Miller, Kempe, все то же самое. Импорт в Россию прекращен, стоп отгрузки, написали официальные письма. Вот так вот, к сожалению. Kempe мы больше официально не увидим. Но я чуть попозже расскажу, что будет. Компания Abicor Бинза, у них каждый день то они прекращают отгрузки, то они распродают склады, то на следующий день у них наоборот все хорошо, фуры едут там с горелками и так далее. В общем, у них день так, у них каждый день новости меняются. И, ну, я думаю, с ними все будет нормально. Abicor Бинза найдут себя и все-таки возобновят свою деятельность, что-нибудь придумают. Компания 3M, СИЗы, компания Uptrail, также стоп отгрузки, импорт прекращен. Все ждут политического решения. Ну, эти компании написали письма, то, что все, там с Россией больше не работаем. Но мы прекрасно понимаем, то, что сейчас это политика и все может поменяться очень-очень быстро. За неделю некоторые бренды и уходили, и возвращались, и уходили, и возвращались в Россию. В общем, сейчас это все... Посмотрим, как будет дальше. Компания Гипертерм, плазменная резка США, уходит все полностью, в России прекращает свою деятельность, к сожалению. Компания EVM, сварочное оборудование, это Германия. Бренд хороший, представители в Калининграде EVM Rus ходят и говорят то, что пока у них все хорошо, отгрузки есть, заказы есть, и новое оборудование, есть из складов, и можно заказывать. Я думаю, почему у них так все хорошо, потому что, во-первых, EVM Rus курирует компания ИТС, ИТС это Санкт-Петербург, которая крупная сварочная фирма, а там руководители, вот, которые создали как раз EVM Rus, там технический директор, генеральный директор, которые акционеры в EVM Rus, у них очень сильный административный ресурс, у них очень много, ну, как бы, денег в этой фирме ИТС, и они, которые курируют EVM. Я думаю, они что-нибудь придумают, либо договорятся как-то по-старому возить EVM, либо, может, по запчастям, привозить там в Калининград, собирать и тут уже продавать само оборудование, либо возобновить свои старые проекты, там Team Welder, Янтарь, это EVM-овское оборудование, там якобы российское. Либо просто будут, не знаю, EVM как продавали, так и продают, и ничего у них не изменится. Но я думаю, они что-нибудь придумают, компания сильная, и кураторы, и акционеры у них мощные. ИТС. Дальше, компания Fronius. По Fronius вообще все интересно. Дело в том, что Fronius это всего лишь дилер, это не официальный представитель и дистрибьютор в России, как в других странах, допустим, там на Украине, кстати, на Украине завод закрылся, там, не знаю, в Нидерландах, там, в Польше, где-нибудь еще, там, в Британии, там дилеры, там официальные представительства, но не дилеры. А в России эта компания, там, ООО «ТЭН», это просто обыкновенный дилер. И, с одной стороны, тут и санкции не наложить, ну, в общем, это интересно, что получится. Мне кажется, Fronius как был, так и останется, и ничего с ними не будет. Так, дальше рассказываю. Да, в принципе, все. Еще недавно узнал, то, что вот буквально вчера, про японские агрегаты. В Японии есть две большие крупные компании, которые поставляют сварочные агрегаты в Россию. Название не буду говорить. И вот эти агрегаты прекратили поставки в Россию. Японцы отказались грузить агрегаты в Россию. Интересно, что же происходит, что будет дальше.
Что еще хотел сказать? То, что многие компании сейчас уже договорились, это не значит, что сварочное оборудование ESAP не будет продаваться, это не значит, что Кемпи не будет продаваться, это не значит, в России, не значит, что Линкольн не будет продаваться, да все будет продаваться. Опять же, многие компании, я уже слышал, работают, начинают через Казахстан, через Армению, через Финляндию, через различные фирмы. Для простого обывателя, для простого человека, там, сварщика, либо там, завода в России, это значит, что первое, увеличится срок поставки любого этого оборудования. Если раньше было там 30-45 дней, то теперь там 2-3 месяца. А второе, увеличится цена, стоимость. Но оборудование как было, так оно и есть. Только увеличится стоимость от 2 до 2,5 раз. Если раньше там аппарат стоил 100 тысяч рублей, то теперь им будет стоить 200-250 тысяч рублей. И так любое оборудование. Это из-за курсовых разниц и из-за нового плеча, новой страны, через какую будет завозиться это оборудование. В общем, вот так вот. К сожалению, это пострадает простой потребитель, простой человек, который живет там в России. Что еще хотел сказать? То, что нужно, во-первых, сейчас смириться и осознать кризис, понять то, что как было раньше, уже не будет. И люди, которые думают, очередной кризис, доллар опустится, евро опустится, там, заводы и представители фирм снова придут, эти фирмы. Нет, ничего уже не будет. Нужно трезво сейчас посмотреть, осознать то, что как раньше быть уже не будет. Нужно смириться с новыми реальностями и уже действовать по-новому, думать по-новому. И жить уже по-новому, и открыть глаза, ясно видеть, ясно смотреть. Это вот для нас всех. Потому что до сих пор встречаю много знакомых, много директоров фирм, много других фирм, которые думают, все вернется, все это ерунда, все восстановится, и цены упадут. Нет, ничего уже не будет. Нужно мириться и искать себя в новой этой вот атмосфере, в новой реальности. Также хотел сказать то, что многие сейчас жалуются, то, что вот, аппарат раньше стоил 10 тысяч рублей, теперь он стоит 20 тысяч рублей. Винят во всем правительство, президента, фирмы сварочные, ну и другие там фирмы. И там все пытаются нажиться, все пытаются обмануть друг друга. Вот у меня денег нет, все пытаются обвинить друг друга. Этим ребятам, этим людям я бы хотел сказать, хорош уже заниматься такой ерундой и хорош обвинять всех подряд. То, что у вас нету денег, 20 тысяч рублей на сварочный аппарат, это прежде всего это не их проблема, это ваша проблема. И нужно все-таки к себе задать вопрос, почему мне там 30 лет, 40 лет, 50 лет, почему у меня нет 20 тысяч рублей на сварочный аппарат. И не винить всех вокруг, а все-таки осознать, понять, найти в себе этот ответ на этот вопрос. Это очень-очень тяжело, порой это всю жизнь происходит, чтобы найти этот ответ. Но нужно этим заняться, надо смотреть в эту сторону, а не пытаться винить всех вокруг и думать, то, что я лучше всех знаю, я дам лучше всем советы, либо научу всех правильно жить. Таких сейчас много, и такие были, будут, к сожалению. Вот таким людям я бы посоветовал взять ответственность за себя и за свои действия, перестать быть ребенком и стать взрослым уже наконец-то. Как-то так жестко я рассказал. Ладно, что еще хотел сказать? То, что, кстати, под этим видео я сделаю ссылку на свою группу ВКонтакте, где я написал 14-15 заводов в России, которые по сварочному оборудованию. Самые большие, самые знаменитые. И каждый желающий, кому интересно, а что же у нас в России по сварочному оборудованию, можете туда зайти, посмотреть. Ссылка будет под этим видео. То, что мы на Китай сейчас больше нацелены, это понятно. То, что китайского оборудования будет гораздо больше в России, это тоже все это понимают. То, что цена для простого потребителя, как я уже говорил, что китайское оборудование, что европейское оборудование вырастет там порядка в 2-2,5 раза, это тоже понятно. То, что нужно с этим мириться, это тоже верно. То, что люди сейчас, кстати, многие фирмы открывают сервисные центры по ремонту сварочного оборудования, потому что у людей сейчас элементарно не будет денег на новое оборудование, а будут пытаться ремонтировать старое. И вот сфера ремонта, не только даже сварочного оборудования, а вообще сфера ремонта там, одежды, там, автомобилей, оборудования, сварочного оборудования сейчас очень-очень востребовано. Потому что сейчас у нас будет кризис, и он уже идет, и люди будут очень много ремонтировать сварочного оборудования. И крупные фирмы сейчас экстренно открывают сервисные центры в городах и пытаются занять и отхватить кусок бизнеса в этой сфере. В принципе, наверное, все. События в сварке сейчас очень быстро меняются и развиваются. Мы сами видели и видим то, что некоторые фирмы за неделю приходят, уходят, снова приходят, уходят. Движуха вот такая. Следующее видео запишу через неделю. Я думаю, будет опять же много интересных новостей.
Всем большое спасибо. Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментариях, буду на них отвечать. Все-таки хотелось бы с позитивом посмотреть то, что мир не рушится, мир остался. Да в мире вообще ничего не изменилось, изменилась только в России ситуация и там оборудование всего лишь, ладно, там с такой ухмылкой, это не ухмылка, подорожает, но оборудование останется. И можно будет там его, люди будут возить, и фирмы будут возить через другие страны, просто оно подорожает в 2-2,5 раза. К сожалению, это так. И с этим нужно смириться, и нужно что-то сделать так, чтобы да просто зарабатывать больше. Ладно, в общем, в принципе, у меня все. Через неделю запишу следующее видео. Всем большое спасибо. Пока, до свидания. С вами был Сергей Витищенко.